Что же, привет, дорогие друзья, и вы снова на нашем мега потерянном канале Scratch Avar. Да, я хотел бы сразу извиниться перед всеми вами за долгое отсутствие видео. У меня были технические проблемы с звукозаписывающими устройствами там всякими. Вот, но проблемы уже, я надеюсь, решены. Решены же, да? Вот, и мы можем приступать к видео. В общем-то, сегодня я хотел бы вам рассказать о море новых скрытых блоков, которые мы можем в скретче заполучить. Вот, то есть у нас есть, допустим, блоки там пера, блоки движения, а есть еще там примерно столько же, даже намного больше, наверное, блоков, которые мы можем получить с помощью тех способов, которые я вам расскажу сейчас. Да, в общем-то, давайте приступим. И для начала мы должны войти в любой браузер и зайти на сайт TurboWarp. Да, мы будем немного не на скретче программировать, но TurboWarp, я уже рассказывала ранее, это по сути копия скретча. Вот, по сути то же самое. Что происходит? В общем-то, мы в любой ваш поисковик заходим и пишем TurboWarp. Так же пишется там. Вот, переходим по первой ссылке. Вот, ждем загрузки. У нас вот такой вот окно вылезает. Нажимаем «Войти внутрь проекта». В общем-то, пока что, я вам показывала это опять же в прошлых видео, у нас здесь ничего нет по факту. Ну, по факту Scratch, ребят. Ну, только вот котика заменили на вот эту вот штуку, и ничего нового, по сути, нету. Но, теперь давайте найдем вот эту вот кнопку. Добавить расширение. Эта кнопка, по сути, такая же у нас есть в Scratch. Вот мы на нее нажимаем. Видим все знакомые нам расширения, перо, музыка. Ну, в общем-то, повседневка. Вот. Но теперь нам стоит немного промотать вниз. И, смотрите. Новые незнакомые расширения. И в этих расширениях, собственно говоря, и будет заключаться огромное количество новых блоков. Вот видите их сколько. Вот так вот. Давайте рассмотрим какие-то самые интересные из них, чтобы вам показать новые возможности скретча. Первое расширение, которое я бы вам хотел показать, это файлы. Выглядит оно как такая вот папка на оранжевом фоне, из которой вылезают различные файлы. Добавляем его в наш Scratch. И у нас тут вылезает такое вот замечательное предупреждение. Да, многих оно наверняка пугает. Оно означает, что после добавления в наш проект этого расширения мы не сможем его загрузить на сайт Scratch. Вот это такая вещь, да, не очень приятная. Вот. В принципе, это не очень страшно, так как оно все равно сохранится на сайте TurboWarp, и по факту TurboWarp и Scratch, в принципе, разницы нет. TurboWarp даже популярнее сейчас стал. Вот. Если вам критично, можете, в принципе, не смотреть это видео, потому что все, что я буду здесь показывать дальше, будет использоваться чисто на TurboWarp и на вашем компьютере. Да. В принципе, я уже снимал видео о том, как превратить проект в Scratch в полноценную игру, так что можете посмотреть его и, собственно говоря, выложить его где-то на своем сайте. В общем-то, вот. Все равно на Scratch обычно не лазит людям. Вот. Вот, вернемся к расширению, что я с вами заговорился. Как оно, собственно говоря, работает? Я думаю, по названию можно вполне догадаться, что оно выполняет различные операции с нашими файлами на компьютере. Оно сравнительно небольшое, вот всего 5 блоков. И его смысл заключается в том, собственно говоря, чтобы открывать или сохранять файлы на наш компьютер. Допустим, мы возьмем блок «Открыть Привет, мир» как сохранение TXT.
Вот. Собственно говоря, я вам скажу, что от слова «открыть» здесь ничего не значит. Это ошибка перевода. На самом деле мы сохраняем в файл сохранения txt нашу фразу «Привет, мир». Собственно говоря, здесь мы можем написать, что мы хотим сохранить файл, например, hello. И как будет называться наш файл? Например, save.txt. Вот. Сразу говорю, очень важно указывать именно формат файла, то есть txt, bat, png. Сохранить картинки, конечно, будет тяжело через этот блок, но в принципе вполне возможно через бинарный код. Вот. Если вы не знаете, что такое расширение, лучше указывайте txt. Но посмотрите, короче, в интернете. Вот. В общем-то, сейчас мы можем активировать этот блок. И у нас сохранился наш компьютер save.txt. Вот, видите, открываем этот файл, и у нас есть тут hello. Теперь мы можем открыть этот файл с помощью этого блока. Вот, например, если мы вставим в «говорить 2 секунды» вот этот блок, то, активировав его, у нас вылезет такая замечательная картинка. Просто, получается, открываем наш проводник, загрузки, обнаруживаем здесь этот файл, перетаскиваем его в наш Scratch, и теперь наша вот эта вот штуковина, не знаю, как это называется, говорит hello 2 секунды. В общем-то, это по сути все, если честно. Все остальное это чисто либо копирка, либо сложные функции, которые вам, в принципе, не нужны по факту. Вот. А мы двигаемся к следующему расширению. Следующее наше расширение находится чуть ниже и называется iframe. Выглядит оно вот так вот. Он подсвечивается красным сейчас. Нажимаем на него, добавляем его в наш проект. У нас тут уже куча странных непонятных блоков. Сейчас буду рассказывать, что они значат. Написали тут мне, ничего бывает. Вот, в общем-то. Это расширение позволяет нам показывать прямо в нашем скретче окна различных сайтов. То есть, допустим, если мы активируем блок под названием как раз таки «Показать веб-сайт», то у нас покажется текст из веб-сайта, ссылку на который мы здесь укажем. Вот, например, тут вот ссылка указана на вот этот веб-сайт. Если мы его скопируем сейчас в нашу адресную строку, то у нас откроется с таким же изображением. Сразу предупреждаю, не все веб-сайты могут открыться здесь. Может открыться веб-сайт TurboWarp и может открыться пользовательский веб-сайт любой, например, созданный в Биртексе. Остальные веб-сайты это чисто нужно смотреть по случаю. Но я думаю, вам этого вполне хватит, так как пользовательские веб-сайты можно, в принципе, сделать под копирку обычную. Также у нас есть несколько вот этих блоков. Показать iframe, спрятать iframe, то есть это мы показываем и прячем наше изображение веб-сайта, который мы открывали сейчас. И закрыть iframe мы, в принципе, как бы уже закрываем его. Он у нас больше не подключен к скретчу. То есть, если, допустим, мы его снова подключим, мы можем его спрятать, а потом показать. Вот видите? А если мы закроем, то мы его показать уже не сможем. Ну, в общем-то, это все, что нам нужно. Также мы можем его перемещать по X и Y. Делать размеры ему различные, но это, в принципе, не так нам сильно надо. Если я буду, скажем так, рассказывать про такие тонкости, то наше видео затянется на очень долго. Вот, в принципе, тут можете уже все сами посмотреть.
Как говорится, мое дело показать основу. Итак, следующее наше расширение довольно простое и называется буфер обмена. Нажимаем на него, добавляем его в наш проект. И теперь мы можем добавлять какой-либо текст в буфер обмена. То есть копировать его без нажатия клавиш. Например, допустим, я думаю, многие из вас знают, что если, например, мы в любом текстовом редакторе напишем что-либо, например, hello, вот, нажмем Ctrl-C и уберем его, то теперь, нажав Ctrl-V, мы его вставим. В общем-то, это мы можем делать так всегда, в любых текстовых редакторах, но почему-то не в Scratch. Конечно же, да. И для этого у нас есть специальный блок. Допустим, создадим переменную, моя переменная, вот так вот, зададим ее вот такой вот крапозябриной. И теперь присоединим блок скопировать, моя переменная. В общем-то, если мы это все активируем, то теперь по нажатию Ctrl-V в любом текстовом редакторе у нас будет вставляться моя переменная. В общем-то, такое простое, но очень полезное расширение. Можно использовать, например, в различных сохранениях. Также мы можем тут посмотреть наш буфер обмена. Вот, что у нас именно скопировано. И какое-либо действие запустить, когда мы что-либо скопировали. Ну, либо очистить буфер обмена, чтобы он нам не мешал. То есть, если мы очистили буфер обмена, вот активировали этот блок, то больше наша переменная в буфере обмена не находится. И при нажатии Ctrl-V сейчас ничего не произойдет. Достаточно полезное расширение. Следующее расширение, которое мы рассмотрим, это Custom Styles. Нажимаем на него. И оно позволяет нам перекрашивать наши переменные. То есть вот, например, мы покажем нашу базовую переменную под названием моя переменная. И она вот такая вот непримечательная, какая-то серо-черная. А с помощью этого расширения, а конкретно, по сути, с помощью этого блока, остальные блоки это так технические штуковинки, с которыми вы сами можете покопаться. С помощью этого блока мы можем перекрашивать различные части нашей переменной. Допустим, монитор текст мы можем перекрасить монитор breakdown, монитор border. Вот, мы можем тут выбрать. Монитор текст — это текст нашей переменной, можем его перекрасить в красный. Вот, выбираем цвет. Например, зелененький. Монитор background — это вот то, что у нас за переменной. Выбираем, допустим, желтенький или оранжевенький, да. Вот. Монитор background. Вот теперь я тут вижу, что мы можем поменять обратно монитор текст куда-нибудь на более черный цвет, потому что я понял, что так плохо видно как-то. Вот. Допустим, у variable value background это вот оранжевое нечто. Мы можем поменять, допустим, на беленький полностью. Вот. А текст можем поменять на черный. И так уже теоретически должно быть красивее. Но лучше подбирайте цвета аккуратнее, чем я. То же самое может работать и со списками. Вот у нас тут для списков, собственно говоря, есть много различных параметров. По факту это все дополнение. Мы можем тут еще картинки ставить различные на них. Reset Styles — это, по сути, обновление нашей переменной до обычной. Зачем оно вам нужно, если вы скачали достижение? Расширение, то бишь. Вот. Ну, мы двигаемся дальше.
что могу сказать. Последнее расширение, которое я бы хотела вам показать, называется курсор мыши. Да. Оно простенькое, но очень прикольное, полезное. Выбираем его. И теперь мы можем менять наш курсор мыши на какой хотим. Например, хотим мы, допустим, чтобы наш курсор, который я сейчас верчу, вот видите, вот, превратился в линию. Ну, как будто бы мы текст вводим. Выбираем этот блок. Нажимаем сюда и выбираем текст. Активируем. И теперь мы как будто выводим текст в нашем проекте. Также мы можем прятать курсор вот так. Все, то есть в нашем проекте, видите, отсутствует курсор. Вот. Тим верчу. Вот. А также можем проверить, какой курсор надет сейчас. Например, вот сейчас он надет, потому что мы его спрятали. Вот. Возвращаем обратно. Ну, что же, давайте подводить итоги. Ну что же, в этом видео вы, надеюсь, научились добавлять в свой проект Scratch расширения, а также пользоваться некоторыми из них, а точнее их основными функциями. Расширений в TurboWarp и Scratch еще очень-очень много. И если вы хотите, то я могу научить вас пользоваться еще и другими расширениями. А также, может быть, даже создавать свои. Да-да-да, там есть такая функция. Вот. Ну, если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вы поставите их. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот. И с вами был Scratchvar. Всем пока-пока.